получается, в 9 вечера мы уже были в Запорожье. И нас встретили очень хорошо. То есть нам дали поесть, сказали, спросили, все ли там у нас хорошо, куда мы дальше планируем ехать. Вот. И мы сказали, что мы на следующий день собираемся ехать в Днепр. Это соседний город возле Запорожья. Вот. И нас и еще группу людей поселили в садик. Мы там поспали, там помылись. Вот. И на утро следующее, где-то в 6 утра, мы выехали в Днепр к моей крестной. Мы доехали до Запорожья и попали в эпицентр, как и все люди с Бердянска на Запорожье. И потом мы переночевали несколько дней в садике, и нас волонтеры довезли до ЖД вокзала на поезд Запорожье-Львов. Мне запомнилось то, что мы ехали из Запорожья не вокзал, да, где поезда ездят. Потом поезд задержался на 2 часа. На 2 часа мы стояли, ждали поезд под дождем еще. Потом началась повітряна тревога, мы спрятались в нижний переход. Потом мы сели на поезд, поехали, он еще потом в дороге задержался на 2 часа. Но нас подождали, потом мы сели к перевозчикам, которые перевозять людей, посилки. Людей перевозять в Швецію. Для початку ми стояли в Олександрівці 9 годин, очікували поїзд. Потім ми приїхали до Львова та стояли там 12 годин, теж ждали поїзд. Было чего тяжело было ехать в машине, потому что нас было 4. Мамина сестра и моя сестра, двоюродная. И это было просто, я спала на полу, мама спала на кресле, так, впереди. Лиза спала за рулем, моя сестра двоюродная, а Даша, это мамина сестра, спала на диване, она была водителем. Да, это была зима. Я уже заснула, Даша уже заводилась там, и мы приехали в Ивано-Франковск. Мы первый раз ночевали в садике, где там было бесплатно. И там проночевали, поехали дальше в Ивано-Франковск, там заснули, потом в Ивано-Франковск, в церковь и все. И поехали к одним людям. После мы пересидели какое-то время, несколько дней у брата моей мамы, и после мы отправились во Львов на поезде. Путь с Запорожья во Львов был легким, трудностей не было. Со Львова во Львове мы встретились с волонтерами, с которыми мы в дальнейшем поехали в Швецию, которые помогли нам добраться сюда. Брат дідусь сказав, що вам треба їхати, то ми їхали з нашим ще одним хрещеним, та ми їхали, і ми залишилися першу ніч у Умані, ми ночували в машині, тому що була дуже довга пробка, та потім ми другий день їхали, і ми залишилися переночувати у моїй подружці в Луцьку, та потім хрещений залишився у Закарпатті, та ми поїхали далі, ми поїхали до Польщі. Неделю. Потом мы поехали во Львов, переночевали там в хостеле. Нас тоже там хорошо встретили. Там были 3 женщины, они были как волонтерами, они нас отвели в хостел. Вот. И на следующее утро мы выехали в Польшу. Получается, я говорила маме, что я хочу к своей подруге в Швеции. И, что в Швеции очень хорошие условия там для беженцев. Вот, поэтому мы решили поехать именно в Швецию.